Всем привет! В этом видео по сборке багги я буду устанавливать первый вариант двигателя с трансмиссией, который изначально хотел поставить. В предыдущей части я многое успел сделать, установил кресло, руль и редуктор с приводами. Кстати, всем спасибо за советы по поводу чем обмотать руль, было очень полезно почитать ваши комментарии. Итак, надену фартук и приступлю к работе. Отодвинул багги в другую часть мастерской, чтобы освободить место под лебедкой. Перед этим купил самый дешевый двигатель для сельхозтехники, который смог найти. Масса его в сухом состоянии, это значит без масла и бензина, 33 килограмма. Взял самый мощный двигатель в линейке, на 17 лошадиных сил. Приехал домой и стал его распаковывать. В комплекте была пробка, свечной ключ и болт для фиксации шкива на валу. Также был паспорт на двигатель вместе с инструкцией по эксплуатации. С помощью лебедки вытащил его из коробки. Конечно, этот двигатель не такой мощный, как двигатели на военных кораблях. Да и плюс ко всему на них есть еще и пушки, которые удивят любого противника. Даже маленький юркий эсминец, несущий на борту смертоносные торпеды в длину больше 140 метров. А если взять крейсер типа Дианы или огромный линкор, гигантизм и огромная мощь просто зашкаливают. И все это можно найти в игре World of Warships. Мощь боевых кораблей невозможно спутать ни с чем другим. Никакое наземное оружие или даже танковые пушки и рядом не валялись с эпичным размахом морских боев. А регистрация по ссылке в описании даст тебе тот самый крейсер Диана, 500 золота и 3 миллиона кредитов на легкий старт. Двигатель купил заведомо без стартера, не хочу покупать аккумулятор, пока подергаю так, за ручной стартер. Как ранее говорил, двигатель идет сухой без масла. На нем есть стандартные органы управления и большая красная кнопка, которая исполняет функцию подсоса топлива. Бак у двигателя не очень большой, и если я оставлю этот двигатель, то обязательно его заменю на более емкий. К двигателю также купил автоматическое центробежное сцепление с понижающим редуктором. Не самая хорошая вещь, но все же попробую ради эксперимента, так как это самый простой и доступный вариант на рынке. Для установки сцепления нужно снять верхнюю крышку и вытащить все внутренности. При установке обнаружилось, что сальник меньше диаметра вала на 5 мм, который в свою очередь 35 мм. Пришлось искать замену в автозапчастях. Нашел подходящий от коленвала Renault Logan, но наружный диаметр его оказался больше на 1 мм. Главное, чтобы он подходил на вал двигателя, а наружный диаметр можно подрезать. Нагрел картер и забил сальник через пластиковую муфту. Закрутил корпус сцепления на болты, которые шли в комплекте. Далее надел коронку сцепления с цепной передачей. Проверил ход и закрыл крышкой. Вместе с двигателем взял масло для автоматической трансмиссии и самого двигателя, рекомендованное производителем. Залил примерно 400 грамм масла в сцепление. Уровень масла в нем, как и в двигателе, можно проверить щупом, который находится в пробке. После этого залил масло в картер двигателя. По мануалу нужно заливать 1100 мл. Осталось залить бензин и можно пробовать заводить. Завелось не с первого раза, сильный дым был вызван транспортировочной смазкой, залитой в цилиндр. При заводке знатно плюнуло из глушителя на стол. Чтобы понятны были габариты двигателя, сравнил его с младшим братом, у которого мощность на борту 6,5 лошадиных сил. 17-сильный брат предназначался для его замены на мини-трактор, но из-за популярности и доступности этих двигателей решил сначала установить его на багги.
Тут возникло две проблемы. Первая — двигатель будет упираться в спину водителя. И вторая — оси редуктора и двигателя находятся в разных плоскостях. Чтобы их выставить в одну плоскость, нужно смещать редуктор вправо. Для этого потребуется резать и переваривать привода, чего я делать пока не хочу. Решение первой проблемы я нашел в смещении редуктора назад, благо привода позволяют это сделать. Для опоры редуктора приварил еще одну трубу к раме. Также сделал еще одну опору для двигателя. Теперь двигатель стал намного дальше от спинки, и можно сделать моторный щит. Глушитель, который выпирает, будет снят, и сделано новое колено, которое будет смотреть назад. Осталось только совместить плоскости, ведущие ведомый звездочек. Для этого я удлиню ось редуктора, и чтобы снять с него нагрузку, использую корпусный подшипник. Для оси мне понадобятся шлицы с ведомой звездочки. Их я срезал с помощью коронки на токарном станке. За основу оси взял круг 20 мм, в котором просверлил отверстие под резьбу редуктора. Отцентровал и приварил его к муфте со шлицами. Для усиления надел пару трубок на ось и проварил. Получилась удлиненная ось, на которой будет находиться ведомая звездочка. Приварил к раме уголок для крепления подшипника. Так как в системе у меня находятся два понижающих редуктора, решил компенсировать один из них цепной передачей и установил в качестве ведомой звезды маленькую звездочку на 10 зубьев. Рассверлил ее под удлиненную ось на 20 мм. Ведущую звездочку взял на 20 зубьев. Чтобы закрепить ее на валу, нашел у себя металлический шкив. Его сердцевина будет вварена в звездочку. Избавился от всего лишнего и варил получившуюся деталь в звезду. Крепление двигателя сделал из уголков, они хорошо подошли по размерам к раме. Перед приваркой всех деталей нужно вывести звездочки в одну плоскость с помощью цепи. Теперь можно приварить к оси ведомую звездочку. Цепь от мотоцикла Иш слишком длинная, и я ее укоротил в 2 раза, срезав одно звено посередине. Соединил цепь на месте с помощью замка. Для фиксации звезды на валу вытащил втулку, надел ее на ось и затянул болтом. Усилил кронштейн подшипника распоркой из профильной трубы. Ну и наконец проверил всю систему в сборе. При проверке ждал, когда вырвет полуоси из редуктора, но так этого и не произошло. Газ держал примерно на 30%, дальше расслабленная цепь проскальзывает. Для нее сделал временный натяжитель цепи из ролика ГРМ. Раскрутил двигатель на полный газ, и мне стало интересно, с какой скоростью крутятся колеса. Электронного тахометра у меня нет, и я решил воспользоваться камерой и заснять колесо в режиме 240 кадров в секунду. Посмотрел на замедленной съемке, сколько же колесо делает оборотов в секунду. Насчитал 17 оборотов, или примерно 1000 оборотов в минуту. Посчитал через формулу и получил около 110 км в час. Это слишком много, так как багги будет ездить по пересеченной местности, и больше важна тяга, а не скорость. Максималку, я думаю, можно сделать около 70 км в час, да и такому слабому сцеплению будет полегче.
Сделал временную тягу из проволоки для переключения передач. Встал на багги и попробовал попереключать передачи и поездить по мастерской. Выгнал багги в пристрой, с которым соединил мастерскую, и уже там попробовал покататься. Но после тестов в мастерской сцепление уже нагрелось, и в пристрое при первом трогании начало дымиться. Это ожидаемо, так как оно не приспособлено на постоянное схватывание. Оно рассчитано на один раз, тронуться и работать около часа, например, как на мотоблоке. Я думаю, если сделать передаточные числа 1 к 6, то сцепления хватит на несколько покатушек, а так этот вариант попросту не подходит для такого типа багги. Сказать о двигателе пока ничего не могу, так как он тянет и нет намека, что ему тяжело толкать такой вес. В следующем видео по постройке багги попробую более серьезную механическую трансмиссию с 5 передачами и сцеплением. Также нужно подумать о тормозах и где-то взять прицеп, чтобы вывести ее на трек. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за вашу поддержку, лайки, советы и комментарии. Увидимся в следующем видео. Стоп, у меня появилась безумная идея. А если поставить еще один двигатель и попробовать их синхронизировать? В теории это не так сложно сделать. Если хочешь это увидеть, можешь написать в комментариях, и я попробую сделать бонус-видео с этой идеей. А теперь у меня точно все. Всем удачи и до встречи в следующем видео.